Друзья, всем доброе утро. Время 9 часов утра. В планах и цели добраться до избы Заползухи и попробовать еще удачу на окуня. Взял с собой жерлицы. Если будет мелочь клевать, то выставлю жерлицы. Все-таки попробуем там половить щуку. Погода у нас стоит третий день плюсовая. Снег очень плотный, но вот сейчас с утра где-то -1. В эту поездку еду на обычной мотособаке. Вчера поменял полностью жесткую подвеску, склизовую. Стояли балансирные тележки, катки. Я их снял, потому что ехать очень много болотом. И, ребята, снег уплотнился немножко. Корочки как бы нету, плотный, вернее, снег. И площадь опоры больше. То есть жесткие склизы, она стоит ровненько. Едешь по болоту, не едешь, а реально летишь. Просто летишь. Скорость сумасшедшая. Ну, по меркам мотособак. И в плане, как я, вот так загружен. Вещей я бы не сказал, что много. Сегодня не стал много брать. По минимуму всего взял, как бы самое такое необходимое. Вот. Ну, без лыж понятно, что никуда. Без лопаты тоже. Ну и так по мелочи все. Еду буквально дня на 2, может на 3. Не знаю, как затянет, как рыбалка. То есть посмотрим. Жесткие склизы еще тем хороши, что очень выручают тяжелые условия, когда сырой снег, слуз на озере. И плюс еще у меня разрезная гусеница на этой собаке. И на той разрезная, та 650 ширина, это 550. Тоже металлический профиль. И все вот это еще через окна дополнительно вылетает. Ей вообще слуз и сырой снег просто не страшен. Там ничего не задерживается, как в балансирных тележках, в катках. Там вечно все налипает, вот так вот гусеницу распирает, и собака все не едет, просто встает колом. Когда сырой снег, а жесткие склизы, ей вообще фиолетово. Она просто летит, едет. Все, прибыли. Ребята, все истоптано мышами. Вот следы. Они пытались проникнуть в избу. Все истоптали вот здесь. Сейчас зайдем, посмотрим, были ли они там внутри. Вот за 1,5 недели, когда я последний раз был здесь, примерно столько снега выпало. Дорогу в лесу отлично видно. На болоте, конечно, ее моментально заметает. Там даже снега не надо, просто поземка, ветерок дует и так, и дороги нету. -3 градуса показывает на термометре. Отличная погода. Ладно. Все на месте. Съем кусок черного хлеба с салом и пойдем на водоем. Кружка чая. Так, для поддержания немножко
сил. Ладно, пробую на блесенку маленькую вначале. А там видно будет. Небольшой, но возьмем, так как это первый окунь. Надо покрупнее. Клюнул-то не сразу. Тут вроде покрупнее окушок. Да, вот этот уже хороший. Сразу поклевочка. На живца отличный окунь. Тут вроде покрупнее. Сегодня у меня вот такие жерлицы. Это в свое время, ребята, делал сам. Даже флажки вот эти приклеивал сам. Специально материал покупал. Все это обрабатывал. Но единственное, нету площадок таких. Буду использовать вот такую от моих старых жерлиц. И поводки здесь решил в этот раз попробовать. Двойная такая вот леска, это не леска, флюорокарбоновая, толстая, 0,6. Попробуем с ней. Здесь вообще это озеро очень такое, как бы щука здесь капризная. Во-первых, ее здесь не так много. И капризная. Может быть, еще поводки у меня иногда есть стальные. Они, конечно, в прозрачной воде очень хорошо видны. Так, что-то какая-то тут борода. Ну ладно, сейчас распутаем. Так. Сейчас до этого опускал блесну. Окунь присутствовал. И вроде как такой неплохой окушок. Вот идет слева, подходит. Он какой-то вялый такой. Особо клевать не хочет. Даже блесной особо не интересовался. И на мормышку тоже что-то как-то он побаивается ее. Сразу видно за мормышкой туда дальше, за травой, там идет свал. Приличный довольно-таки. Крутой обрыв. Градусов, наверное, 70-80 такой. Метров на 2,5, на 3, наверное, туда уходит. А здесь буквально глубина сантиметров 40, наверное, подо льдом. Появился, сейчас мормышкой потрясем. Ну что ты? О, давай, 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 давай. Ты мне нужен очень. Эх, он даже, ребята, схватил ненормально. Вот снова развернулся. Это, ребята, да, такой есть, попал. Это уже хороший окушок такой. Не мотает вроде, так не знаю, может окунь. Что-то там такое. А, о, ребята, попал вот такой шнурок. Вот окунь ее
как изо рта торчит. Окунь такой не маленький тут. Иди живи. Сейчас только что подъехал в другой конец озера, на самую мель. И вот немножко так камерой покрутил, и где-то окуни подошли. Такие коралловые рифы какие-то на дне. Интересное дно такое, своеобразное здесь. Подошел, ребята, один окушок. О, там второй идет. Хороший, ребята, окуни. Давай, давай. Клюй, родной. Че вам надо-то? Ух, там еще ребята подошли. Есть. Вот это уже окушок, ничего. Хороший окунь. Те разбежались. Ну ни в какую не хочет клевать. Я тут посидел на лунке, нашел бровочку. Как раз свал такой. И туда уже глубоко идет. Озеро глубокое, 24 метра глубина. И как раз на эту яму пошел свал. То есть нашел рыбу. Поиграл сначала блесной. Он где-то с глубины подошел, с ямы. Я давай быстренько мормышку зарядил. Трес ей сидел. Наверное, в течение 20 минут я сидел. Я ни одной поклевки не видел. Батарейку хоть ставить, часы. Что раз уехал, достал ее. 14:28 уже. Хорошее течение. Запах, конечно, стоит ужасный, как канализацией пахнет. Городской вот примерно такой же запах идет. Но не от этого ручья. Здесь вода нормальная, а ручей течет из озера, и он впадает в этот ручей. Вот я там на лыжах шел вдоль того ручья, который из озера впадает в этот. И вот этот вот запах стоит, конечно, ужасный. Просто даже дышать иногда не хочется. А там на озере вроде не пахнет. Ну и ветра сегодня в принципе нету. Если ветер подует, то запах стоит, конечно, не очень приятный. Вроде бы в лесу находишься, хочется свежим воздухом подышать. А не всегда здесь получается. Такие вот места. Ну, это сероводород. Подошел специально к этому ручью, который течет из озера. И даже, смотрите, деревья, которые вот тут стоят все вдоль ручья, они все мертвые, все высохли. Хоть ольха, хоть ива, елки, лиственницы стоят, все мертвое, все высохло. То есть тут вот туда вдаль, вот до того ельника, все сушняк один такой вот, сухостой стоит. Маленькие деревья, но они все сухие. Вот и сюда. Уже
без 10 минут 5 вечера. Затопил печку. И что-то меня разморило вообще. Лег на нары и реально заснул, наверное, на полчаса. Просто вырубился. Ветер немножко поднимается. Лес начинает шуметь. Почти закипело. Пошел небольшой снежок. Маленький такой. Девять окуней сварено. Хочу вам немного рассказать. Было очень много комментариев, почему вот так лунки размывают с предыдущего видео, где я ловил крупную плотву. Так что сейчас немножко так расскажу теории. Надеюсь, будет понятно, пока у меня остывает уха. Так что смотрите, осенью замерзает лед, да? Соответственно, зимой на лед падает снег. Он идет, все, вес больше. Начинает давить на лед и выдавливает воду с берегов. Плюс во льду бывают какие-то микротрещины. Лед же он не монолитный. Бывают трещины приличные, такие по сантиметру. Через трещины выходит эта вода. Она остается вся на льду, под снегом. То есть морозы ударили, хоп, под снегом вода замерзла. Все зависит от количества еще снега. Бывает промерзает, бывает не промерзает. К примеру, промерзла. Опять валит снег. Опять воду выдавило. И получается как слоеный пирог. Понимаете? Лунку бывает сверлишь. Прослойка льда, вода, лед, вода. Бывает 4 слоя льда. И потом 5-й основной. Бывает 3 слоя. Все зависит от зимы. То есть от количества осадков. Много факторов различных. Это первое. И хочу объяснить, почему у меня в некоторых местах лунки размывало вот до таких дыр, а некоторые нормально оставались, как и были прежние. И где-то я установил палатку, нормально ходил, вот такой вот лед, и снега немного, то есть нормально передвигался, а где-то вообще невозможно было ходить, можно сапоги зачерпнуть и даже и технику утопить. То есть смотрите, зимой, видимо, скорее всего, может, я возьму конкретно это озеро, дули ветра с одной стороны на другую. Допустим, все дул север. Соответственно, с одной стороны участка он сметал вернее, снег, на другой он наметал. Соответственно, где снег он сметал, его мало. И морозы ударили, соответственно, там вода, которая была под снегом, она промерзла. А соответственно, где его наметало, большая разница, была снега по колено, а где его не наметало, было вот столько, наверное, сантиметров 5 буквально снега. Там, соответственно, большой слой снега, эта вода не промерзла. Соответственно, когда я там просверлил лунку, где много снега, этот слой снега, просто огромная масса, он давит на лед и начинает выдавливать. А почему ребята размывают лунку? Ну, это элементарно. Вода всегда плюсовая температура, плюс 3, плюс 4, ну, от плюс 2 до плюс 4. Все зависит от водоема. Но в среднем плюс 3, плюс 4 градуса. Вот. Лед, соответственно, это твердая вода, соответственно, она минусовой температуры. То есть масса давит туда, вода теплая вымывает оттуда и лунку, соответственно, размывает. Очень хорошо. Вот. Почему еще лунки бывают, размывают? Есть они определенного диаметра, просто вот круглые, как она была, так и осталась, просто она больше в диаметре стала. А есть лунки прямо они прямоугольные, есть квадратные. Скорее всего, что когда его размывало, видимо, есть микротрещина, может пузыри есть во льду. И начинает, когда размывать, то есть тут пузырь, там где-то пузырь, он хоп-хоп-хоп-хоп, водичка там где-то прошла, немножко коряво там с одного бока, с другого бока, и получается вот такая вот
лунка своеобразная, корявая. Вот. Ну а там вот, где у меня стояла палатка, там, соответственно, промерзло. Там вот такой лед был, примерно сантиметра 3 он меня держал. Соответственно, там снега было мало, и я там прекрасно ходил и установил палатку. Но там тоже была прослойка льда. То есть был лед, вода, лед и уже основной был лед. То есть, ну вот так вот. Такие вот ситуации. Я думаю, все понятно объяснил. Фу. Проехал уже, ребята, вокруг озера, попробовал в нескольких местах, но результат один и тот же. Где-то вообще ничего, а где-то вот такой вот окунь с палец клюет, на блесну тырмышит, и все. Ни одного нормального окуня не поймал. Есть, ребята, вот первый такой окунь нормальный. Удалось поймать. Что-то еще есть. Этот небольшой. Пустим. Клюют, конечно, но окунь не крупный. Вот такие окушки. Вот этот вроде что-то около дела. Ну, такой более-менее средний. Опустил сейчас камеру, вот где поймал несколько окуней и один такой покрупнее. Мелочь клюет, и думаю, дай попробую. Включил инфракрасную подсветку, так как глубина приличная, метров, наверное, 3-4, и на такой глубине, конечно, ничего не видно. Очень темно, плюс еще снег на льду лежит. Окунь плавает, но видно, что мелюзга, вот он такой и клюет. Тырмышит на блесенку. Мелюзга одна. Только что сработал флажок. Непонятно. Не мотает. Мелочь, что ли, сбила? Нет, что-то есть. Есть что-то. Не знаю, больше нет. Есть щука. Вот она. Такая в районе килограммчика. Попала все-таки. Вот она. Только-только рядом вот тут схватила. Но размотала. Немножко осталось лески-то. Может, мелочь такая сбила, подбежала и все. Обычно так и бывает. Есть. А вроде такой покрупнее. Ох, хороший, ребята. Нормальный окунь. Вот такой вот. Вроде около дела такой, ребята, окунь. Да, этот уже хороший окушок. Вот такой. Тоже нормальный. Опа. Где-то зацепил его. Не крупный. Но
бочком на живца пойдет, возьму его. Хватит, много топить не буду. Приехал, ребята, уже на избу. Надо что-то покушать. Время час дня. Сейчас даем вчерашнюю уху. И термос я с утра заливал, чтобы сейчас ничего не греть. Просверлился. Где-то я ближе к обеду в берег посмотреть, если нет рыбы. Окунь плавает, но много его нету. И он просто категорически отказывается клевать. Мормышку тряс, бесполезно. Вообще ноль эмоций. То есть я камеру опускаю, вижу, что рыба плавает, сверлю соседнюю лунку, начинаю играть мормышкой. Может кто-то подумает, что рыба боится, так как мелко. Нет, ребята, он не боится. Я уже эти ситуации проходил. Рыба вообще, окунь, очень любопытная. То есть он где-то что-то там шевелится под водой, он сразу начинает интересоваться. Подходит блесна, мормышка, хоть просто какую-то, не знаю, жестянку кинь, он все равно подбежит. То есть он плавал, все. Потом на бровку ушел. То есть вообще на такой свал крутой. Я не раз уже говорил, что свалы здесь очень крутые, такие градусов под 70, под 80 местами есть, обрывы приличные, сразу глубина идет на 2-3 метра. Вот, потом увидел где-то на мели щучку одну. Вот, проплыла, потом я играл блесной рядышком, но тем не менее она так и не попала. Переставил еще 3 жерлицы ближе сюда к бровке, прям вообще, и одну поставил на самую мель, вот где видел щуку. Посмотрим, может быть там что-то покажет. Уха как желе, застыло все. Сейчас разогреем ее чуть-чуть и будет нормально. Чайник зашумел уже. Сейчас будем наливать уху. Нарубил еще остатки дров. Вот. Занес в избу. Немножко подсыхает это все. Последнее, больше дров нету. Чайничек готов. Писали люди, что ты не поднимешь избу на пару венцов. Тут это все скрючившись, ходишь, как бы, ну, все в наклонку. Не хочу, ребята, здесь ничего ворошить. Дело даже не то, что мне лень или мне там некогда и еще что-то. Можно заняться, но неохота. Опять же, можно подумать, что как бы неохота, значит лень. Не хочу. Вот просто не хочу вот это все старье ворошить здесь. Что-то все тут, понимаете, начнешь это все разбирать, одно за другим пойдет. Как бы не хочется. Мне нравится эта изба своей вот этой вот какой-то изюминкой. Пускай она остается такая вот, какая она есть. Немножко здесь обшил, вот такой вот уют сделал для себя, и в принципе мне этого достаточно. Кому неудобно, кому-то кажется, что здесь тесно, еще что-то, ну, жить-то мне, не вам. Как бы, ну, меня все устраивает, мне все нормально, то есть, ну, я и не парюсь. Главное, лежать можно, отдыхать, печка есть, все, что прекрасно. Ну, вот сижу, ну, вот немножко головой достаю сюда. Ну, меня это не напрягает вообще. А ходить как бы здесь, ну, и так понятно, что здесь особо нигде не разбежишься. Одеваюсь всегда на улице, под крышей здесь. То есть, ну,
Ну и все, что. Нормальная изба. Полежим, отдохнем и дальше в путь. Ловить этих наглых окуней, которые не хотят никак клевать. Куда ты поскакал? Так, ладно. Дело сделано. Дрова заготовлены. Щука почищена. Сегодня будет блюдо щука в воде и с солью. Просто отварю рыбу в сковородочке на печке и хочу поесть чисто рыбы. У меня там еще осталась уха на одну тарелку. Вот такая рыбка получилась. Вот она. Отлично вообще. Под утро еще вот это вот, как уха, вот эта вот водичка замерзнет, будет как желе такое. Тоже можно будет скушать. Вкусно очень. Заварил кисель. Кружки вот из клюквы. Кусок черного хлеба. Ну вот такой ужин. Прекрасный ужин. Все свежее. Уха. Свежая рыбка. Щучка поймана сегодня. Свежая. Отличный ужин. Ладно, все. Всем пока. До завтра. До утра. Кушаю и ложусь отдыхать. Время без 15 минут 8 вечера. В Узбе комфортно, тепло. Печка уже прогорела, наверное, час назад примерно. На улице тепло. 0 градусов так и стоит. Друзья, всем доброе утро. Время уже 10 часов 8 минут утра. Уехал я где-то 8:30 на водоем. Поймал за это время 2 окуня. Таких средненьких. Жерлицы пустые, ни одной сработки. Вообще тишина. На мормушку даже мелочь не клюет. То есть что-то сегодня совсем еще хуже, чем вчера. Приехал, ребята, обратно на свою лунку, где чищу рыбу. Вот рядом здесь лунка. И поставил балансир. Удалось поймать, наверное, 4-5 окуней таких. Ну, окунь, в принципе, нормальный. Вот балансиром играю. Окунь вроде есть, но на камеру, по-моему, так он не крупный. Вытащил несколько штук. И вот так вот, если ориентироваться по балансиру, то окунь не крупный. Есть вроде как редкие экземпляры. Видно, что побольше, но в основном мелковат окунь. Вот он такой клюет. Хотя в этот вроде попал ничего такой. Да, вот этот вроде, ребята, более-менее окунь. Опа, есть. Нормальный окунь. Кстати, в новой лунке. Я приехал, наверное, часа в 3 сюда на избу и лег просто, короче, на нары так вот отдыхать и уснул. Ничего не ел, так
Вот сейчас затопил печку, поставил чайник, залил сковородку водой. Это сейчас все нагреется, надо помыть все от рыбы, все присохло. И поставил варить сосиски. 3 штуки в чашке. Сварю и заварю вот такой вот вермишель. А рыбу увезу домой, а то я тут всю рыбу съем. Вот такая вот рыбалка на этом озере. В том году я, когда первый раз сюда приехал, зимой наловился прилично, я так половил хорошо окуня. И окунь крупный был, кстати, такие экземплярчики были грамм по 700, по полкилограмма, не редкость. Потом я приезжал второй раз, и второй раз, ну, у меня разница была с первым и с вторым разом, там буквально 2-3 дня. Я приехал, и тоже я за один день 10 килограмм окуня наловил. Отличный результат был. И люди мне писали: вот, у вас там дикие места, дикие озера. Короче, рыбы валом. Вот, ребята, и валом. Вот в том году половил. В этом году осенью я тоже приезжал сюда. Приехал один день, поклевал окунь, а на следующий день я даже поклевки не ел. Даже вот, ну, реально на уху не поймать. И вот сейчас я приезжаю второй раз, и то же самое. Друзья, всем доброе утро. Время 8 часов 53 минуты. На градуснике +1 показывает. Снег весь сырой. И сантиметра, наверное, 3-4 свежего выпало за ночь. Ребята, окунь такой же, не крупный. На живца наловить, так вообще без проблем. Ребята, щука подошла. Легла прямо щука у камеры. Смотрите, не знаю, крупная нет. Сейчас, короче, заряжаю быстренько балансир. Вон она лежит. Так как у меня там поводка нету. Сейчас посмотрим, может возьмет. Вот, опустил, видно, ратлин. Бежала. Есть, схватила. Эх, ушла. Атака была, короче. Ребята, опять подошла щука. Вот у нее морда, она лежит. Та, не знаю. Вот слева в углу глаз видно. Сейчас достану мормышку и ратлин заряжу. Пока она никуда не слиняла. Пока лежит, отдыхает. Сейчас ты отдыхаешь. Сейчас мы тебя попробуем вытянуть. Так. Вот, ратлин опустился. Видно. Ну давай, хватай. Кто клевать-то будет. Есть, ребята, попало. Эх. В лунку бы завести ее. Ох, щучка неплохая. Вот такая, ребята, щучка попала. Вот на такой ратлин. Вот он. Видно, наверное. Вот это уже экземплярчик такой. Интересно таскать. Ну, такая
Ну, кило 100 может быть максимум. Неплохая щука. Не знаю, та не та. Может быть, это та же самая, которая здесь легла. Но она сошла была, накололась, но может быть не сильно. Если щука в принципе активна, то она бывает и по второму, по третьему разу атакует. Ух, ребята! Вот это окушки пошли, вот они. Этот нормальный. Вот это лапать, ребята, попал на ратлин. Вот такой вот окунь. Отличный вообще. Иду дальше. Ловлю щуку. Такой грамм 350, наверное. Сейчас, короче, ладно, попробую сейчас еще на ратлин. Уже хочется зарядить блесну. Да, сегодня рыбалка. Домой собрался уезжать, и вроде как рыба заклевала. Можно походить, поискать. Вот этот более-менее. Давай, давай, хватай, хватай. Ну, что ты? Ну, что вам надо-то? Вы что? Друзья, ну все, собираюсь. Время час дня. Рыба больше перестала клевать, да и в принципе этого достаточно. В итоге, наверное, вышло у меня килограмм 6, наверное, окуня. И вот 2 щуки. Одну щуку я съел и 2 домой привезу. Все, уже собираюсь. Вещей у меня в эту поездку немного. Сейчас быстро все скидаю и все домой. На улице плюс 2 градуса погода стоит. Снежок падает уже с деревьев, с шапок. В избе все прибрал, все подвесил от мышей, на всякий случай. Так что все, ребята, всем пока, до новых встреч на канале, всем удачи, здоровья, берегите друг друга. Ну и все, что могу пожелать. Главное, всем здоровья, самое главное.